Здравствуйте, мои хорошие. Так, тема расклада, его чувства к вам. Давайте посмотрим его чувства. Все-таки у нас святочные гадания, да, будем смотреть на суженого наряженного, наряженного принаряженного, да, посмотрим вообще, нужен ли он вам, нужны ли его чувства, настолько ли они сильны, будет ли он действовать ради них и так далее. Может быть, этот человек вообще жениться собрался, да, и завтра вам сделать предложение. Итак, смотрим на Таро призраков. Прекрасная колода, я ее обожаю, и у нас сразу же выпадает из колоды шестерка кубков. А это говорит о том, что мужчина спешит и любит, и вообще, в принципе, хочет. Но я хочу еще взять колоду Таро «Сексуальная магия». Ну вот хочу. Вообще меня сейчас тянет на черные колоды. Почему? Да потому что у нас с 14-го вступают в силу темные силы и рассказывают нам все, что мы хотим знать. Светлое время закончилось. Ладно, все, поехали. Что сейчас между вами? А вы ушли. Вы, скорее всего, поставили точку на этих отношениях. Почему? Потому что мужчина тут вам предлагал тайные отношения. Или что-то от вас скрывал, что-то не договаривал. По колеснице управлял отношениями или же приехал, уехал, а вы находились в ожидании. Ну, то есть надоело ждать, надоело почему-то вам, конечно же, находиться в этой неясности. Ну, ясно почему, да, ну, конечно же, здесь у нас ситуация непростая, непростая. Ну да, здесь у нас император сидит. Просто я хотела узнать, то ли у него там на самом деле есть третьи лица, то ли он у нас просто зацикленный на своих интересах. Мгм. Ну, тройка кубков. Любит развлечения. Хотел все по-легкому. Я буду прикрывать. Почему? Потому что карты очень откровенные, при этом все скрывал. То есть, видите, здесь мужчина прям прячет ваши отношения. Не хотел афишировать, не хотел рассказывать. Вот, то есть вот так вот взять и всем рассказать, что да, у меня есть женщина, да, у меня есть любимая, у нас там серьезные планы на будущее. Нет. Тайком приходил, все по тузу жезлов, жезл встал, но я буду убирать эти карты, иначе наш YouTube сейчас быстро заблокирует, да. Ой, девчонки, тяжелый мужчина у вас тут император, да, но, честно говорю, любитель погулять. Не исключаю, что он у вас тут любитель легких отношений, может там где-то в интернете знакомиться, тайн много, пажей много, паж кубков. Узнали, разочаровались, ушли. Что еще? Ну вот он сидит у нас, король кубков, вот он, все у его ногах. Манипулятор хороший, кстати, между прочим. Ладно, все понятно про него. Да еще, смотрите, на конце колоды у нас десятка пентаклей, да, то есть любит женщин состоятельных, женщин, которые знают себе цену. То есть, вы знаете, вот простую добычу ему как бы не очень-то и хочется добиваться и гнаться за ней. Ему нравятся препятствия, поэтому здесь у нас и манипулятор может быть, и ловелас, и вообще такой, знаете, мужчина-любитель погулять. Ну или просто он что-то скрывает, что-то не договаривает, не вкладывается в отношения так, как надо и так далее. Ладно, смотрим. Что он думает о вас прямо сейчас? Вот прямо сейчас, что он вообще думает? У меня аж карта. А любит он вас? Не хватает ему вас? Смотрите, 17-й старший аркан звезда, вы отстранились, обиделись. И он прекрасно знает, что это его вина. Хотя и сам психует по пажу жезлов, да? Мгм. А вы оказались победительницей. То есть он хотел вас подчинить, он хотел вас завоевать. Помните, у нас вышел император? На сигнификацию вышел император, где он пытался быть в центре внимания, получить признание, хотел подчинить женщину, хотел на самом деле ею управлять, сильная, уверенная. Слушайте, ну здесь мужчина попал в ловушку. Уж насколько Таро призраков говорит мягко и всю даже негативную информацию преподносит достаточно, знаете,
Ну, если честно, смягчая какими-то картами, то есть объясняя его поведение, может быть, давая какую-то надежду. Но в этом случае вы императору снесли, во-первых, корону однозначно, а мужчина четко признает вашу победу. И самое интересное, он хотел вас влюбить в себя, он хотел вами управлять, а получилось с точностью наоборот. И наоборот получилось то, что мужчина здесь скучает и тоскует. И мужчина не может без вашей любви. И мужчине очень плохо без вас, потому что на самом деле ему не хватает и вашего тепла, и вашей энергии. И жизнь у него как-то не так развивается. И заменить он вас ни на кого не может. Да, может быть, он попробовал. Но, понимаете, разочарование за разочарованием. Господи, что у меня сегодня? Ой, девчонки, извиняюсь, если не так много работала, у меня на самом деле аж язык уже заплетается. Но я вас без расклада не могу оставить. Смотрим на Монара. Что он думает о вас? Ну вот. Не хочет он вас отпускать, а вы уходите. А вы убегаете. У меня просто свеча погасла, поэтому у меня вот такая вот ерунда происходит, да? Смотрите вы, как ушли. Оставили ему эту туфельку, а сами сели и упорхнули. А куда упорхнули, непонятно. Здесь вы его или заблокировали, или конкретно ему такой отпор дали, что мужчине на самом деле не по себе стало. То есть ни одна женщина с ним так себя не вела. Он привык у нас к чему? Что женщина, вон, увидела его, вот сидит он на лавочке. Женщина его увидела, одежду скинула, лифчик закинула, трусы быстро сняла и поскакала, да. То есть где бы он ни был, она на него запрыгивает, она хочет его завоевать, она хочет им обладать. А с вами-то наоборот получилось. А он-то ждал вот этой реакции. Он же ждал, что вы будете вот так за ним бегать. Ну, дурак какой, а. Извиняюсь, девчата. Но здесь такой наивный мужчина попался. Он думает, что все женщины одинаковые. А теперь вот он сидит и мечтает о вас по шестерке. А он думает, что у вас куча мужиков, что вы вот такая яркая, и что там очередь вот она стоит, да? И вы звезда, о которой мечтает любой мужчина. Ну, понял-то это он. Когда? Когда вы сели на коня и поскакали. Все. Вы освободились от него, и он это понял. Это вот, знаете, смотрите, да, девятка кубков, здесь такая карта, немножко неприятная, да, с одной стороны. Ну, когда в туалет сильно хочется, да, и все, ты не можешь сходить. И тут раз у тебя появляется возможность вот такое освобождение. То есть он считает, и я просто хочу вам дать понять, как он думает про вас. Это мысли о вас, кстати. Что вы от него освободились, что вам хорошо, что вы наслаждаетесь, что вы как будто как груз с плечей сняли, а он страдает, а он не может, а он мечтает, а он ревнует. Еще что ты думаешь о ней? Шанс такой выпадает раз на миллион, а он по королю мечей себя повел. Холодный, отстраненный, сидел вот так, ухмылялся, шутил, да, все пытался как-то, знаете, выиграть там, все пытался кого-то на место поставить. Вот он голый, ему предложить-то нечего. Сидит он голый со своей прической, да, на ветру. Кроме внешности и кроме своего жезла, ему предложить-то нечего. Все в своих интересах. Наобещал, наговорил. Думал управлять вами по восьмерке пентаклей. Что вы будете под его дудку вот так плясать, а он будет делать все возможное и все, что его душе угодно. Что он думает? Не получилось. Извиняюсь, минутку попью воды. Да. Я же говорю, вот он сидит голый, да, и он думал, что вы западете на его внешность. Увидели такого красавца? Он вам еще понаобещал 3 короба. И все, вот вы за него схватились и держитесь.
А здесь женщина, она может без мужика прожить. Здесь вот кому подойдет этот расклад? Женщина не боится одиночества. То есть вот для нее девиз «лучше одна, чем с кем попала». То есть вот за, как говорится, детородный орган держаться я не буду. Вот она, вы ушли. Да потому что у вас очередь из мужчин стоит. Ну, по крайней мере, он так думает. Угу. Каждый мужчина о вас мечтает, каждый, как говорится, да, представляет. Вы очень яркая, вы очень сексуальна, у вас очень сильная манка, энергетика. Вы как магнит для него, понимаете? Вы женщина, которая может просто притянуть мужчину одним взглядом, просто пройти, и мужики оборачиваются. Вот такое мнение о вас сейчас у него. А почему? Да потому что самооценка женщины повышается именно тогда, когда она начинает ставить условия, когда она начинает просто-напросто отстаивать свои интересы. И вот это самая большая сексуальность, это самая большая красота в женщине. Кто сказал, да, по-моему? Самая сексуальная женщина, у которой есть мозги, да? И который умеет их использовать. Ну ладно, давайте смотреть дальше. Его чувства к вам. Но я вижу, что мужчина остался ни с чем здесь. У разбитого корыта. Восхищается вами. Вашу ценность признал. Понял, какая вы. И вот именно ваше поведение его подтолкнуло к тому, что он вас очень сильно ревнует. То есть он думает, что у вас на самом деле куча мужчин, из которых вы выбираете. Поэтому вы так легко от него так отмахнулись. То есть ты мне что-то не договариваешь, ты тут играешь, ты тут хохочешь, да, ты тут и шутишь. Я просто развернулась и пошла. Чувство его. Угу. Ой, 2 туза прям. Но эти чувства для него новые. То есть я сразу могу сказать, это человек-любитель погулять. Это человек, привыкший к женскому вниманию. Это человек, который знает или психологию женскую и умеет управлять женщинами, ну или у него какой-то статус. То есть бывает, да, что мужчина богатый, он этим управляет. Ну, конечно. Ох, тянет. Любит девчонки. Ну, понимаете, для него эти чувства новые. Он не знает, что с ними делать. Они им управляют, они его разрушают, крышу тут у него сносит. Корона давно слетела, сразу могу сказать. Корона давно слетела. Пытается отвлекаться, не получается. Пытается переключаться, не переключается. Ну, то есть 8 жезлов, он бы сел сейчас в машину, прилетел, прискакал и сделал бы все возможное для того, чтобы быть рядом с вами. Кстати, еще эти чувства, они подтолкнули ему к тому, чтобы принять очень важное решение по поводу своего будущего. То есть, что я хочу в жизни? Какие отношения для меня важны? Буду ли я продолжать вот так дальше гулять и бегать от одной юбки к другой, или все-таки я уже сделаю выбор и буду строить что-то важное. И вот именно с вами он готов строить важное, он готов на самом деле вкладываться в отношения. Почему? Да потому что он просто влюбился по-настоящему. Да, он готов свою судьбу поменять ради вас. Действовать, прикладывать усилия, он зависим от этих чувств. Здесь и жезловая энергия, большое уважение, ценность в отношении вас. Ну, то есть он на самом деле понял, что не все женщины одинаковые, что именно такая женщина достойна быть в браке, достойна иметь статус императрицы. То есть она достойна быть женой. Она не будет подстраиваться, она не будет растворяться, она будет, как говорится, да, до последнего ждать, когда мужчина завоюет ее расположение. То есть императрица, она будет сидеть до последнего. Императрица, еще раз повторяю, очень пассивная карта, также и в жизни. То есть женщина, достойная брака, семьи, статуса жены, она не будет, сломя голову, бежать в отношениях только потому, что появился мужчина. Ну, то есть, да, он может вступить с ней в отношения, но не жениться. Это могло произойти там в 20 лет, когда вы были молоды. Но зрелый мужчина, он смотрит на достоинство женщины. Как он ее завоевывает,
на что она соглашается, быстро ли она, к примеру, да, влюбляется. То есть для него это уже какая-то ситуация, если она влюбилась за 5 минут в меня, она и в другого влюбится за 5 минут. Лишь бы был мужчина. Здесь очень важна ценность. Вы для него целый мир, вы открыли ему глаза. То есть, понимаете, такую женщину очень тяжело найти. Самооценка здесь все нормально у женщины. Стабильная, знает себе цену, не боится одиночества, умеет зарабатывать, себя содержать, решать свои проблемы, да, но при этом она не потеряла женственность. Я хочу чувство посмотреть на Таро магии, сексуальной магии. Повторяю, картинки очень откровенные, буду закрывать, но я вам буду прочитывать значения каждой карты. Угу, ну да. Понял, что к вам привязался, понял. Ну, вы по дьяволу. Вы по дьяволу, да? Не побежали вы за его жезлом. Здесь мужчина по-настоящему влюбился. То есть он не просто влюбился, потому что у него там какое-то желание, у него там какой-то интерес. Нет, потому что он хочет быть рядом с вами. Он хочет вас вот так обнимать, целовать, прикасаться к вам. Двойка кубков. Наслаждаться. То есть здесь не сексуальное желание. Да, конечно, влечение к вам есть. Но он понял, что здесь что-то другое. Что здесь не те отношения по дьяволу, которые он раньше строил. Он, вот ему хотя бы быть рядом с вами, хотя бы прикоснуться, хотя бы увидеть, хотя бы услышать ваш запах, ваш голос. Но здесь мужчина очень сильно страдает, он в одиночестве, видите, отшельник. Он вспоминает, свечку держит. Прикольная карта. Ой, не могу, смотрите. Покажу вам, но немножко закрою. Здесь мужик сидит, значит, свечку держит, а двое как бы занимаются любовью. Ну, то есть он представляет, да, что у вас кто-то другой, ему от этого еще хуже становится, он вас ревнует, он без вас не может, он переживает, он страдает, потому что любит он. Он вас любит. Хорошо, смотрим, на что он готов. И, кстати, дьявол его, между прочим, по которому он собирался развивать отношения, соблазнять, там всеми управлять, руководить, как говорится, да, он поставил его на место. То есть он четко осознал, что пора бы уже браться за духовность. Ты уже вышел из того возраста, чтобы играть, чтобы кого-то подстраивать, чтобы манипулировать, кем-то руководить, уже все. Здесь люди взрослые разбираются, уже женщины, которые прошли, может быть, да, свой нелегкий путь и уже начинают четко осознавать, когда с ними мужчина искренен, а когда нет. Прорабатывают себя, работают над собой. Смотрим. Его действия. Загадайте сроки. Будут ли действия этого мужчины? Ух ты. Ой, как ему плохо, страдает. Но я говорю, для него это вот он в одиночестве сидит, страдает, переживает, выход ищет. Действия будут, почему? Потому что мужчина ищет выход из десятки мечей. Десятка мечей – это вот прям пик переживания. Сразу скажу, что действия, скорее всего, будут чуть-чуть попозже. Почему? Да потому что он должен дойти до определенной стадии переживания. Здесь я вам не советую объявляться, его искать, писать. Нет. Во-первых, он ждет какого-то проявления, он ждет какого-то появления с вашей стороны, что дало бы ему возможность все-таки поставить свои условия. Но здесь мужчина должен прожить этот период и столкнуться лицом к лицу с тем, что он вас потерял из-за своей императорской вот этой гордости, из-за доказывания. Угу. Ну и все-таки действия. Здесь действия будут очень неожиданные, даже для него самого. Он не будет верить, что у вас что-то получится. Появление в вашей жизни для него будет тяжелым каким-то
поступком, который научит его переступать через его гордыню. То есть мужчина появится с разговором, с прояснением, но он будет четко осознавать, что он может проиграть, что у него может быть соперник, что у него может быть уже, что у вас уже может быть другая жизнь, что вы уже освободились, и вы можете дать ему отпор. Но он все равно попытается. Раньше бы он никогда этого не сделал. Придешь с чем? Серьезным предложением. То есть я готов быть твоим королем Пентакли, я готов тебе дать серьезные отношения, я готов вкладываться, я готов стараться. Еще. Но я говорю, ему нужно пройти через все, как говорится, переживания. Будет здесь разговор, будет здесь прояснение отношений. Не может он больше страдать, тяжело ему. И все-таки он решится переступить через свою гордость для того, чтобы прекратить эти страдания. Почему? Потому что ожидание для него болезненное. Для него уже настает такой период, когда лучше узнать горькую правду, чем находиться вот в этом ожидании. И все-таки воспользоваться хотя бы последним шансом с вами помириться, наладить отношения и так далее. Ну хорошо, он придет. И к чему приведут эти отношения, если вы его простите, примете? Королева Пентакли. Давай пока. Я тебе не доверяю, ты по дьяволу. Мгм. Ну, здесь у вас доверия нет к человеку. Он на самом деле потерял ваше доверие. Поэтому торопиться вы не будете, вы ему дадите, возможно, шанс доказать, что он достоин, что он созрел, что он осознал. И вы ему поверите только в том случае, если он вам сделает конкретное предложение руки и сердца. Десятка пентаклей. А он сделает? Да. Если вы перед ним поставите это условие, он еще подумает, но он сделает. Да. Официальный брак он сделает. Через страх, через опасения, но все-таки он сделает так, чтобы ваша мечта сбылась. И чтобы завоевать ваше доверие, он пойдет на любой шаг. На любой шаг. Здесь мужчина на самом деле влюбился. По-настоящему влюбился. И, возможно, эти чувства он испытывает впервые. То есть раньше он принимал страсть, влечение, сексуальное влечение, да, интим за любовь. Он думал, что если меня там влечет к женщине, все, я влюбился по уши. Нет, здесь у него вот хотя бы просто быть рядом с ней, хотя бы просто общаться, хотя бы просто видеть, хотя бы просто слышать. Честно говорю, мужчина испытывает глубокие чувства. Вы для него как урок. Вы для него по 20-му старшему аркану, как человек, который раскрыл, что такое любовь и что такое настоящая глубина чувств. Пусть так и будет. Удачи вам, всего вам самого хорошего. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. Пока-пока, ваша Елена.